Добрый день, уважаемые друзья! Я рада всех приветствовать. Благодарна компании за возможность поучаствовать в вебинаре, поделиться своим опытом, рассказать о новом, очень интересном и, уверена, крайне эффективном продукте Herbalife, клеточном активаторе. Вы, наверное, уже не раз слышали мою историю прихода в компанию. Все началось с того, что один из моих пациентов сбросил вес очень существенно именно на продуктах компании. И вторым важным фактором явилась моя коллега, эксперт компании Herbalife Шилина Алла Васильевна и мой большой друг, которая использовала продукты и работала в компании. Вот начиная с этого я, прежде чем начать их использовать и в своей практике, и употреблять самой, начала очень серьезно изучать состав, эффективность этих продуктов. И чем больше я погружалась в эту тему, тем больше я понимала, что это действительно хорошие продукты, которые могут помочь большому количеству людей не только потерять вес, но и вообще быть здоровым человеком. Собственно говоря, один из продуктов мы сегодня с вами разберем более подробно, и я надеюсь, вы получите какие-то дополнительные аргументы и знания для того, чтобы быть еще более эффективными и полезными для ваших клиентов, для себя самих. Что, собственно говоря, преследуется в том ключевом моменте, когда человек пытается сбросить вес. Самое важное, чтобы этот процесс был здоровым, чтобы в этом процессе человек не потерял ни толики своего здоровья, и чтобы средства, которые он использовал в процессе похудения, были и безопасными, и эффективными. Почему нам интересен сегодня клеточный активатор? Потому что этот продукт способен достичь два очень важных компонента. Это сделать усвояемость употребляемых питательных веществ максимальной и помочь использовать жиры, то, с чем, собственно говоря, приходится бороться в процессе похудения, использовать их в качестве энергии. Но для чего, собственно говоря, в большей степени они и предназначены. На что важно сделать акцент, когда мы говорим о похудении? Когда человек собирается худеть, и давайте априори исключим те ситуации, когда человек садится на диеты низкоуглеводные или безжировые, или низкобелковые. Это не физиологично, не очень эффективно, и мы не используем это в своей практике. Мы говорим о сбалансированном питании. И даже в этот момент, когда человек хочет похудеть, ему нужно добиться отрицательного баланса энергетического. Иначе говоря, нужно сократить объем съедаемой пищи, потому что банально мы все переедаем. И нужно снизить колораж этой пищи. Кроме того, мы всегда рекомендуем людям, которые пытаются сбросить вес, повысить свою физическую активность. То есть повышается ценность съедаемой пищи, потому что потребность в ней увеличивается, а мы ее сокращаем, как сказали в начале. Кроме того, любое похудение и вообще любые изменения в обычной жизни человека – это всегда стресс. Даже положительные, сильные эмоции тоже являются стрессом для человека. Иначе говоря, в этой ситуации надпочечники человека работают в большем режиме энергопотребности. И даже одного этого фактора было бы достаточно для того, чтобы обозначить важность используемых энергетических ресурсов. А у нас их три: снижение колоража и объема, повышение физической активности и стрессовая нагрузка. Так вот, в этой ситуации крайне важно поддержать человека не только правильным сбалансированным питанием, но и обеспечить его всеми необходимыми жизненно важными веществами. Что содержит в себе клеточный активатор? Он содержит преимущественно это представители витаминов группы В, но есть еще ряд полезных веществ, о которых мы тоже поговорим. Итак, прежде всего это L-карнитин и комплекс витаминов группы В. Витамин В1, В2 и В6. Так вот, начнем мы с вами с L-карнитином. L-карнитин – это заменимая кислота, производная двух аминокислот – метионина и лизина. И
для того, чтобы произошел синтез L-карнитина, необходимо не только две эти аминокислоты, еще нужно достаточное количество витамина С, В3, В6, В12 и так далее. Так вот, если весь этот комплекс имеет место быть в организме, то будет произведено это вещество. И производится оно в почках и печени. И его в собственном организме производится достаточно, но с учетом того, что у человека повышается потребность в нем, его необходимо употреблять дополнительно. В чем его основная миссия? Особенно в ситуации, когда человек сбрасывает вес. Когда человек начинает терять жировую ткань, а это всегда будет происходить, когда он снижает и колораж, и объем, адипоциты, это клетки жировой ткани, начинают высвобождать свободные жирные кислоты в кровь. Вот чтобы эти свободные жирные кислоты не оказались вновь в тех же адипоцитах или еще хуже в тканях печени, потому что печень – это наш фильтр, они должны поступать в такие метаболические печки. Иначе говоря, это митохондрии, которые находятся в клетке. Вот чтобы они туда были доставлены, окислены и использовались в качестве энергии, нам и нужен L-карнитин. Иначе говоря, это транспорт. Транспорт для свободных жирных кислот, длинноцепочечных кислот, которые либо пойдут окисляться и дадут нам силы для того, чтобы мы продолжали худеть и не теряли сил, либо они будут откладываться, вновь включаться в жировую ткань в тех или иных органах. Поэтому переоценить важность наличия достаточного количества L-карнитина невозможно. Давайте поговорим с вами о других компонентах, не менее важных, которые включены в этот продукт. Это витамины группы В. Кстати говоря, L-карнитин, по мнению ряда авторов, именуется тоже одним из витаминов группы В. Ему даже присвоили порядковый номер B11, иначе еще его называют БТ, но это все-таки витаминоподобная субстанция. Итак, витамины группы В. В1, В2, В6. Те витамины, которые включены в комплекс клеточный активатор. Можно поговорить о каждом из них поподробнее. Что, собственно, нужно знать? Что это водорастворимые витамины, что они синтезируются в определенном количестве преимущественно в кишечнике человека, но, опять же, я повторяюсь, с учетом нашей нестандартной ситуации похудения, достаточно стрессовой и энергопотребной, этих витаминов нужно больше. Поэтому их недостаточно получать только с пищей или синтезировать в собственном организме, их нужно получать дополнительно, вот в том числе в таком комплексе, как клеточный активатор. Чем нам так важен витамин группы В1, например? Начнем с него. Он первый был синтезирован, поэтому и порядковый номер у него таковой. Этот витамин не накапливается, в отличие от В6, допустим. К сожалению, разрушается серьезно при обработке пищи, и термической, и подготовительной, когда, например, шлифуют крупы. Его функции многообразны. Он участвует и в генетической передачи, в тот момент, когда клеточки делятся и генетический материал копируется в новую клетку, он является активным участником этого процесса. Он является активным участником метаболизма и белков, и жиров, и углеводов. С его помощью, в том числе с его помощью, свободные жирные кислоты включаются в цикл бета-оксидации и используются в качестве энергии. Этот витамин именуется еще как витамин бодрого духа, потому что обеспечивает не только взаимодействие нервных клеток между собой, но еще и участвует в синтезе крайне необходимого нейротрансмиттера, вещества, активного участника передачи импульса в нервных волокнах, которое именуется ацетилхолеин. Без него, просто чтобы понять, насколько это важно, не произойдет никакого сокращения в мышцах, в том числе и в сердечной. Это же вещество является коферментом, иначе говоря, это своего рода такой ключик в ферментативных реакциях большого количества гормонов. Следующий витамин, который также включен в клеточный активатор, витамин В2, рибофлавин.
Больше мы его получаем в таких продуктах, которые обладают цветовой окраской, оранжевой, красной. Ну, не только, его очень много в крупах и в мясе. Тоже водорастворимый и тоже не накапливаемый в организме витамин. У этого витамина такое же большое количество разнообразных функций. Например, он является активным участником стимуляции синтеза и активности эритроцитов. Мало того, этот же витамин является коферментом порядка 30 ферментативных реакций. Этот же витамин способствует поддержанию надпочечников, и он является активным участником синтеза гормонов надпочечников и стероидных гормонов. В самом начале мы с вами поговорили о том, что человек худеющий находится в стрессовой ситуации, и поэтому поддержка надпочечников для таких людей абсолютно бесценна, и этого витамина должно быть достаточно. Следующим витамином является витамин В6, один из таких самых вездесущих витаминов. Он, как белка в колесе, трудится в нашем организме. Он является участником 60 ферментативных реакций. Это то, что нам на сегодняшний день известно. Кроме того, он также является участником белкового, жирового и углеводного обмена, способствует переводу всех этих субстанций в энергию. Но прежде всего, конечно, нас интересуют углеводы и жиры в качестве энергии, белки в меньшей степени. Точно так же он участвует в передаче генетического материала. Это его одна из ключевых функций, без него эти процессы не произойдут. В том числе он способствует переводу такого важного витамина группы В, как В12, из неактивной в активную фазу. Вот, собственно говоря, что нужно знать о витаминах группы В для того, чтобы понимать ценность и уникальность этого комплекса клеточного активатора. Давайте коротко в виде выводов пройдемся по тем составляющим, которые включены в клеточный активатор. Это L-карнитин, то вещество, которое способствует, транспортирует свободные жирные кислоты в митохондрии, то есть туда, где они будут использованы в качестве энергии. И это крайне важно, потому что силы человеку нужны в двойном объеме, а вот запасание жира у человека худеющего нужно максимально исключить. Второй очень важный компонент – это витамины группы В, В1, В6, В12, В2 и В6. Эти витамины способствуют улучшению энергетического обмена, повышению этого обмена. Они же способствуют лучшему усвоению, потому что, опять же, в стрессовой ситуации очень существенно нарушено усвоение и вообще пищеварительная система. Кроме того, мы не всегда можем добиться такого полного понимания от наших с вами пациентов или клиентов у вас, что ряд веществ крайне негативно сказываются и на сам процесс пищеварения, и на усвоение важных нутриентов. Такие вещества, как табакокурение, как использование, особенно в большом количестве, и кофеина, и употребление крепкого чая, и ряда других веществ. Я уж не говорю об алкоголе, потому что употребление алкоголя очень выраженно замедляет и усугубляет всасываемость витамина В6 в частности. Кроме того, мы с вами знаем, что в клеточный активатор введено такое вещество, как экстракт алоэ, способствующий выработке бесценных, на мой взгляд, веществ, антиоцидов, которые способствуют максимально физиологичному восстановлению пищеварительной системы. По мнению ряда ученых, и сейчас таких работ все больше и больше, у людей с ожирением очень существенно меняется баланс микрофлоры в кишечнике. Этот баланс сказывается не только на том, что и как будет всасываться. Микрофлоре сейчас придается большее значение. Она является активным участником не только
метаболизма, но и синтеза большого количества гормонов и нейромедиаторов. Поэтому восстановление этого баланса, а этому способствует экстракт алоэ, нужно придавать большое значение и нужно говорить об этом, потому что в зависимости от того, насколько человеку понятна необходимость использования того или другого продукта, препарата, который вы позиционируете, будет вызывать большую или меньшую приверженность вашего пациента или клиента. Ну, кроме того, есть еще вещества, которые используются в этом продукте. На мой взгляд, нельзя обходить вниманием такое важное вещество, как пикногенол, который включен в этот продукт. Что, собственно говоря, это такое? Что за зверь? Пикногенол – это антиоксидант. Наверное, у всех людей уже навязло оскомой это выражение антиоксиданты, оксидативный стресс, но не всегда есть четкое понимание, что, собственно говоря, происходит. Человек с ожирением – это не просто косметический дефект, это человек с тяжелым заболеванием. И одним из важнейших компонентов этого заболевания является наличие системного воспаления. Оно всегда сопровождается окислительным стрессом. Ну, что, собственно, надо знать об этом окислительном стрессе? Это нарушается баланс между реактивными формами кислорода, теми формами, которые способны разрушать наши клетки, и теми веществами, которые этому противодействуют. Так вот, в организме человека худеющего, изначально он имел избыточный вес или ожирение, оксидативный стресс, как правило, находится на высоком уровне. И человек подвержен очень серьезным рискам, и сердечно-сосудистым, и другим. Очень существенно страдает печень такого человека. В ней развивается не только воспаление, но в последующем масса негативных последствий, вплоть до фиброза и цирроза. Поэтому использование, такая необходимая физиологичная помощь организму в качестве антиоксидантов, она совершенно бесценна. И это нужно знать, и это нужно использовать в своей работе. Вот, собственно говоря, основные компоненты, которые включены в тот продукт, о котором мы с вами сегодня говорим. И давайте еще раз в качестве такого подведения итогов сделаем акцент на том, что мы хотим, чего мы хотим добиться, используя клеточный активатор. Хотим мы добиться следующего. Мы хотим помочь организму наилучшим образом усваивать те нутриенты, которые мы будем употреблять в ограниченном количестве для того, чтобы создать отрицательный энергетический баланс. То есть мы должны съедать столько, сколько нужно, и это съеденное должно правильно и качественно усваиваться. В этом нам помогают компоненты клеточного активатора. Второй очень важный момент. Нам нужно использовать съедаемые нутриенты именно по тем назначениям, по которым они максимально эффективны и безопасны для нас. То есть жиры, которые обязательно присутствуют в сбалансированном питании, должны использоваться в качестве энергии, а не в качестве энергетического запаса. Ну и, конечно же, все компоненты, которые включены в продукт клеточный активатор, способствуют улучшению, повышению энергетического метаболизма, для того, чтобы у человека было достаточно сил справляться не только с возникшей проблемой и задачей снижения веса, но и функционировать хорошо, полноценно в любое время его жизни. Я бы советовала людям, которые вступают в программу похудения, использовать данный продукт, потому что он не только способен помочь на этом достаточно сложном пути, но он сделает ваш путь, кроме того, что эффективным, еще и безопасным. Вот, собственно говоря, то, что я хотела вам сегодня рассказать о продукте, поделиться своими знаниями. И через минуту мы вернемся к вам для того, чтобы ответить на возникшие у вас вопросы. Итак, спасибо большое нашему эксперту за потрясающую, очень интересную лекцию. И сейчас мы переходим к сессии «Вопросы и ответы». Я напомню, пожалуйста, свои вопросы пишите во вкладке «Вопросы». Итак, первый. Действительно ли L-карнитин наиболее эффективен, если человек занимается физическими нагрузками? Или в состоянии покоя клеточный активатор также будет эффективен? Ну, хочется ответить образно на этот вопрос. Конечно, в самом вопросе, честно говоря, и ответ
Естественно, больше энергии будет потрачено, больше жира на энергию будет потрачено, если человек занимается физически. Иначе говоря, представьте себе, какое количество рабочих придет на завод, когда он работает и когда он не работает. Ну вот, наверное, так понятнее. Спасибо большое. Еще скажите, пожалуйста, использование клеточного активатора рекомендуете ли вы в программе именно набора веса? Зная суть вообще препарата, я бы рекомендовала его и в тот момент, когда человек набирает вес. Почему это нужно делать? Потому что, когда мы говорим о весе, мы подразумеваем композитный состав тела. Нам крайне важно набрать мышечную массу и не набирать избыточно жировую. Она также должна быть представлена в организме, но в том физиологичном количестве, для каждого человека это индивидуально, это можно рассчитать вот именно в этих пределах. Поэтому если использовать клеточный активатор тогда, когда человек набирает мышечную массу, то клеточный активатор будет способствовать набору именно мышечной, а жировая ткань будет использоваться в качестве энергии, помогая этому человеку продолжать свои тренировки. А если ситуация, когда человек и не снижает, и не набирает вес, а вот просто для хорошего самочувствия, рекомендуем ли мы эту добавку? Достаточно индивидуально, я бы сказала. Если у человека хорошее пищеварение, он достаточно правильно, сбалансированно питается, возможно, и не будет необходимости в этом препарате. Но если человек, в принципе, живет активной физической жизнью, то L-карнитин ему не помешает точно. А витамины группы В, я уже рассказывала, совершенно бесценны. Спасибо. Также вопрос, как долго можно употреблять клеточные активаторы, в какой дозировке? Инструкция рекомендует нам использовать этот препарат в течение месяца. Как правило, конечно, пациенты и клиенты не теряют вес за такой короткий период времени. Все очень индивидуально. Кто-то, возможно, если это был очень маленький объем жировой ткани излишний, если этот объем большой, то месяца будет недостаточно. Но, возможно, нужно сделать перерыв и снова вернуться к этому препарату. В сутки он используется по одной таблеточке 3 раза в день. Спасибо большое. Так, сейчас мы ждем еще один следующий вопрос. Выведите нам его, пожалуйста. Итак, какие изменения в программе питания и использования сбалансированного питания Herbalife необходимы во время снижения веса на этапе плато, вот так называемое весовое плато? Весовое плато есть практически у всех пациентов. Это связано с разными абсолютно ситуациями, но наиболее частая ситуация – человеческий организм крайне эффективно адаптируется к любым ситуациям. И в том числе он адаптируется к выбранному снижению колоража. Вот я бы рекомендовала в этих ситуациях, когда это плато держится в течение месяца, снизить колораж еще на 500, допустим, килокалорий. Опять же, мы все индивидуально. Может быть, там и некуда больше снижать, и нечего больше снижать. Нужно подходить индивидуально. Но это наиболее такая распространенная и эффективная ситуация. Спасибо большое. Наш дистрибьютор интересуется, в какой области вы специалист вот, в профессиональной деятельности? Я эндокринолог. Естественно, я занимаюсь избыточным весом. Моя научная, скажем, сейчас мои научные изыскания в разных совершенно направлениях, но все так или иначе связано с ожирением. Я изучаю эту проблему глубоко, на биохимическом уровне. Буквально в июле планирую поездку, наверное, к самому глубоко погруженному в эту сферу, в эту тему профессору в Германии. Меня интересует это настолько детально, что я списалась с этим человеком, активно поддерживаю сейчас с ним контакт и еду к нему на такое короткое обучение. Вот, собственно говоря, узко, коротко, а так гормональная сфера любая, мужской и женский организм, климактерический период, фертильность, она очень существенно страдает, когда люди имеют избыточную массу тела. Поэтому чем бы я ни занималась, скажем, пересекая урологическое, андрологическое и гинекологические сферы, так или иначе я всегда сталкиваюсь с ожирением.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Сочетается ли клеточный активатор с другими добавками? В частности, был вопрос про витаминную добавку Формула-2. И если да, то как сочетать или его нужно употреблять отдельно? Я все время начинаю с одного и того же. Все очень индивидуально. Эти добавки не противоречат друг другу. Но нужно понимать, что в одной ситуации это будет максимально эффективно, в другой ваш клиент не почувствует никакого эффекта, потому что в этом могло и не быть необходимости. Вы должны подходить достаточно тонко. Хорошо, когда ваши клиенты проконсультированы доктором, тогда у вас будет такая объективная информация в руках, и вы будете более эффективны. Так, в принципе, нет никаких противоречий в использовании такого сочетанное использование этих препаратов на здоровье. Спасибо. Какую роль в клеточном активаторе играет гриб шиитаке? Гриб шиитаке это вещество, которое используется очень широко в качестве стимулятора, такого энергетического стимулятора, причем он достаточно тонок в своем эффекте. Скажем так, когда люди используют какие-то энергетики, я всегда очень аккуратно отношусь к таким вещам, потому что мы не знаем исхода у этих людей, мы не знаем состояние их сердечно-сосудистой системы. Вот экстракт гриба шиитаке – это максимально безопасная составляющая, и в тот же момент она дает ощутимый тонус. Это очень важно для человека в процессе похудения, потому что, начиная, у него есть только одна мотивация, которой надолго может не хватить. И крайне важно использовать что-то эффективное, но безопасное. Спасибо. Такой очень популярный вопрос. Насколько сильно отличается новая формула от старой? И когда мы говорили о предыдущей формуле, то очень часто упоминали так называемый цикл Кребса. Вот если не сложно, расскажите нам, пожалуйста, всем нам, что это такое. И вот давайте попробуем ответить на вопрос по сравнению двух формул. Это удивительно, что люди интересуются циклом Кребса. Собственно говоря, почему... Мне даже самой интересно, почему это интересно вам, но постараюсь объяснить. Так как речь идет прежде всего о похудении, то важно, чтобы энергия, которая производится в организме, была максимально эффективной. Вот в зависимости от того, как протекает цикл Кребса, мы получаем либо много энергетических молекул, либо мало. И в том числе это зависит от того, каков, не знаю, образно говоря, уровень кислорода. Вот самое банальное. Достаточно ли этого вещества в организме? Цикл пойдет по одному пути, пируватному, недостаточно по лактатному, и тогда будет меньше энергии. Так вот, если опять подойти к клеточному активатору, потому что сегодня мы больше ему посвящаем нашу тему, то витамин группы В, В2, в частности, рибофлавин, способствует синтезу эритроцитов. А эритроциты – это основные переносчики кислорода в нашем организме. И если синтез эритроцитов будет достаточно будет транспорта для кислорода, то кислорода в организме будет много. И это в том числе обеспечит человеку большую энергетическую возможность. Вот, собственно говоря, если коротко, то вот так. Спасибо большое. Клеточный активатор можно ли рекомендовать с самого начала или после нескольких недель сбалансированных завтраков? Ну, так как мы ограничены определенными временными промежутками, и человек не начнет худеть с первого дня, этот процесс все-таки начнется, чуть-чуть отсроченно, подготовка, настройка и так далее и тому подобное, то вполне разумно включить его действительно, хотя бы через неделю, чтобы продлить возможность этого. Мало того, я уже говорила, что в самом начале все-таки мотивация достаточно высокая, раз человек вообще начинает худеть. А вот потом наступает момент, когда возникает чувство усталости. И вот в чуть раньше этого чувства усталости, для того, чтобы, во-первых, уже появился какой-то первый эффект и появились силы, я думаю, что это будет максимально правильно. Также скажите, пожалуйста, если человек употребляет коктейль Формула-1 2 раза в день и Формулу-2, разве недостаточно витаминов? Зачем нужно добавлять клеточный активатор?
А мы с вами говорили, что человек снижает колораж и объем, и повышает физическую активность, и стрессовая составляющая также повышает потребность. Поэтому боюсь, что будет недостаточно, как правило. Это первый момент. А второй, у нас не накапливаются витамины группы В, лишнее будет выведено, ну, кроме витамина В6. Но дозы таковы, что переизбытка ожидать практически невозможно. А может ли клеточный активатор помочь избавиться от висцерального жира? Наша основная задача — потерять именно висцеральный жир, потому что жировая ткань, она существенно отличается в зависимости от места локализации. Подкожная жировая клетчатка даже вырабатывает больше веществ, которые способствуют нормализации метаболизма в организме. Висцеральный жир — это основной источник такого зла и проблем в организме человека. Поэтому нам нужно стараться терять именно висцеральный жир. И очень распространено это в бодибилдинге, когда они теряют подкожную жировую клетчатку, им нужно максимально продемонстрировать свою мышечную массу. Вот это вот плохой, очень плохой опыт, потому что адипокины, вещества, вырабатываемые в жировой ткани, имеют две стороны. И вот подкожный жировой слой, даже если он расположен именно на брюшной полости, он способствует снижению активности системного воспаления. Это самое большое зло, то состояние, которое крайне тяжело лечится, и в том числе потому, что оно само себя поддерживает. И роль вот этой подкожной жировой клетчатки здесь бесценна. Вот старайтесь не терять этой части жировой ткани, а терять только висцеральное. А можно ли использовать клеточный активатор при беременности? Ну, ответ очевиден, но тем не менее. Да, ответ очевиден, я думаю. Все, что касается беременных и кормящих женщин, наверное, все-таки никто не будет проводить на этой категории людей никаких исследований, поэтому не проверено, наверное, не стоит это делать, не берите на себя такой ответственности, не рекомендую. Спасибо большое. А на некоторых наших рынках нет клеточного активатора, соответственно, нет того, в чей состав входит L-карнитин. Вот как помочь организму? Вот есть варианты, может быть, с помощью формулы-2, возможно ли это? L-карнитин — заменимая кислота. Она вырабатывается в собственном организме. Если, что называется, человек... Как тут так вот ответить? Конечно, потребности, возникающие у человека худеющего, правильно худеющего, будут компенсироваться в той или иной степени, но вот в полном объеме, чтобы обеспечить не то чтобы префицит, а достаточное количество карнитина, я думаю, что без использования именно его не удастся. Поэтому хорошо бы обеспечить все рынки этим веществом. Хорошо, спасибо большое. Друзья мои, а можно, пожалуйста, следующий вопрос? Я боюсь, что мы не можем ответить на вопрос про присыпание ран клеточным активатором, потому что, собственно, использование продукта четко прописано на этикетке, и то, как его использовать, мы проговорили во время этой лекции. Есть ли противопоказания к использованию клеточного активатора? Вы знаете, в этой ситуации как таковых противопоказаний нет, потому что все вещества вырабатываются в собственном организме, если только нет индивидуальной какой-то непереносимости на другие компоненты. Ну, сложно себе представить, но может такое быть, если речь идет о вытяжке из гриба шиитаке, например. А все остальное, это как не может быть аллергия на йод, так и здесь. Спасибо большое. А как помочь снижать вес при менопаузе? Менопауза — это особенное состояние, когда у женщины меняется очень существенный гормональный баланс, и здесь, конечно же, усилий потребуется больше. Но при всем при этом от того, что наши яичники, допустим, перестали вырабатывать стероидные гормоны, мы не перестаем жить. У нас есть еще надпочечники, которые в той или иной степени компенсируют
недостаток стероидных гормонов. И самое важное, у любого совершенно человека и в любом возрасте, если стать приверженцем здорового образа жизни, а это соблюдение режима дня, вовремя ложиться, вовремя вставать, на ежедневной основе нагружать себя физически в разумных количествах, и если это только вот начало в менопаузе, то очень постепенно и желательно под контролем, и обязательно правильно сбалансированно питаться, то в любом возрасте, в том числе и в период менопаузы, можно быть здоровым и терять свой вес избыточный. Мгм. Спасибо большое. Так, на вопрос про плато мы уже ответили, поэтому выведите нам, пожалуйста, следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, есть ли еще что-то важное, что входит в состав, о чем вы бы хотели нам рассказать? Собственно говоря, я ответила, что есть пикногенол, важнейший компонент, и хорошо, что он туда включен, потому что важное звено, оксидативный стресс, и нужно и важно с ним качественно и эффективно бороться. Про шитаки спросили нас представители, вот, слушатели наши. Это основное. Алоэ, я использую алоэ, я и сама использую. Поэтому есть такой замечательный продукт, раствор, который во время приемов, они у меня бывают длительными. Я использую этот препарат, концентрат, добавляю в стакан воды, и я чувствую этот эффект. Мне и вкус нравится, и эффект нравится. Поэтому если бы его не было в клеточном активаторе, то можно было его использовать так. А так как он уже включен, то это упрощает ситуацию. И он действительно благоприятно сказывается на пищеварительном компоненте. Поэтому, вот, на мой взгляд, мы сделали все акценты, которые нужно было проговорить и которые важно обсуждать со своими вот клиентами, когда работают наши дистрибьюторы. Вопрос, какое действие оказывает клеточный активатор на кишечник? В лекции это звучало, но... Да, я могу еще раз повторить. Да. Я сказала, что представители витаминов группы В вырабатывают нейромедиаторы, вырабатывают вещества, такие как ацетилхолин, которые крайне являются активными участниками вообще нейромышечной передачи и обеспечивают сокращение, в том числе гладкой мускулатуры. Наш кишечник из нее, собственно, и состоит. И если не будет вот этого момента сокращения, то работа кишечника будет невозможна. Поэтому вот так он и действует, он обеспечивает в том числе работу этого органа. Можно ли использовать клеточный активатор для улучшения самочувствия в пожилом возрасте? Я думаю, что клеточный активатор можно использовать в любом возрасте. Нет никаких ограничений, которые вот не указаны в инструкции. Про беременность мы уже проговорили, лактацию. Возрастных ограничений нет. Надо помнить, что если у человека запущенная какая-то соматическая ситуация, не знаю, тяжелая сердечно-сосудистая патология или какие-то другие такие, да, ситуации, то активировать его метаболизм вот так вот не стоит. Его надо отправить к доктору. Приведя его организм в порядок, можно и нужно будет использовать в том числе и клеточный активатор, потому что он будет помогать ему жить полноценно. Если я использую в программе снижения веса целлюлоз, желтые таблетки, кальций, Роузгард, Гербалайф Лайн и Формула-2, и, видимо, вопрос, можем ли мы добавить клеточный активатор, немного ли это? Скажите, пожалуйста, сами себе ответьте, если вам недостаточно, вы не чувствуете тонуса, вам кажется, что вы остановились в процессе своего похудения, или кто-то из тех, кто худеет вместе с вами, вот если нет ощущения эффекта и достаточности, то, пожалуйста, если у вас и так все хорошо получается, и нет никаких плата, и нет никаких демотиваций, то зачем? Из той же серии вопрос, можно ли одновременно использовать термокомплит и клеточный? Ну, у них разные компоненты. Я уже говорила, что противоречий в использовании этих продуктов нет. Чувствуете необходимость, потребность, нехватка энергии у человека? Может быть,
Опять же, у меня все время выскакивают какие-то медицинские термины, а мне надо строго себя в этом ограничивать. То есть подходите индивидуально. Если вы видите, что все получается хорошо, оставьте себе этот продукт в качестве резерва, потому что обязательно наступит момент, когда будет казаться, что все исчерпано и нечем больше помочь человеку. И это очень хорошо, когда есть в арсенале еще что-то. Мгм. Спасибо большое. На данный момент пока нет больше новых вопросов, поэтому давайте возьмем буквально 1 минуточку. Если у кого-то остались вопросы и вы хотели бы их задать, вы их, пожалуйста, задавайте, и мы через минутку вернемся и на них ответим. Спасибо. Да, спасибо. Итак, еще несколько вопросов. Если вес у одного человека 70 килограмм, а у другого 140, всем ли нужно принимать по 3 капсулы в день? Буду банальной, начну с того же. Подход индивидуальный. Максимально это 3 капсулы в день. Вы можете сократить это количество, потому что мы говорим о том, что L-карнитин вырабатывается в собственном организме, как и все остальные витамины. Нет только шитаки и пикногенол, ну и алоэ. Но если говорить о основных этих компонентах, которые уже перечислены, то в зависимости от того, какова исходная точка у этого конкретного человека, какова его физическая активность. У него либо повысится, либо понизится количество, потребность в том или ином веществе. Подходите индивидуально. Вы можете сказать, что минимальная доза, ну, образно говоря, это 1 капсула в день, она никому не помешает, даже тем, кто очень мало активен. А максимально это 3 капсулы в день. И вот этот диапазон, он должен быть для всех понятным и принятым. А как принимать клеточный активатор при занятии спортом, до или после? Все витамины, как правило, принимаются после еды. То есть вы позавтракали, это обязательно, никто у нас не выходит из дома без завтрака, выпили таблеточку. Вы пообедали, выпили таблеточку. Вы поужинали, выпили таблеточку. Но существуют еще перекусы. И если в какой-то из перекусов у вас есть возможность перед занятиями спорта выпить такую таблеточку, это будет более эффективно. Надо сказать, что L-карнитин – это то вещество, которое должно пройти небольшой цикл метаболизации для того, чтобы превратиться в свою активную форму. На это потребуется время. Поэтому пить прямо перед тренировкой для того, чтобы потом использовать эти свободные жирные кислоты в качестве энергии, не очень разумно. Но у худеющего человека они постоянно будут в крови, поэтому в любом случае L-карнитин будет использован эффективно. Но вот с целью, если речь идет об тренировках, я вам ответила. Очень много вопросов про сравнение формул. Хотела бы вас еще раз попросить сделать основные акценты и позволю себе процитировать сейчас нашего Chairman's Club Лану Гольденблан, когда ей задавали подобный вопрос. Она говорит о том, что, ребята, мы всегда движемся вперед, поэтому каждая новая формула — это результат исследований нашего научно-консультационного совета, нашего производства, исследований рынка и так дальше. И мы в каждую новую формулу добавляем новые ингредиенты, которые делают наши продукты еще более эффективными. Ну, может быть, вы еще раз проговорите, какие новые компоненты есть? Я думаю, что это можно после ответа Ланы больше ничего не говорить, потому что все действительно емко и четко. И, опять же, во всем должна быть разумность. Если у вас нет возможности больше использовать препарат вот со старой формулой, не цепляйтесь вы за него. Нет в нем ничего такого, что было бы абсолютно выигрышно и что потеряно в новом препарате. Это такая консервативная позиция большого количества людей. Вот стабильность и ничего нового. Вроде бы с этим новым будут потери. Не будут потери. Начните работать, и вы поймете, что этот вариант более эффективен, чем предыдущий. Спасибо большое. И еще такой вопрос. Если человек ест жирную, вредную пищу и использует клеточный активатор, вредные вещества также быстро усваиваются? Вот не хотелось бы, чтобы вы себя обманывали. Потому что L-карнитин или витамины группы В и все остальное, что включено в клеточный активатор, это не панацея, это помощь для людей, которые стараются себе помочь. Поэтому, если вы будете есть жирную, вредную пищу, вы можете есть L-карнитин круглосуточно.
этот жир все равно будет откладываться в ваше жировое депо, потому что его не должно быть много ни при каких обстоятельствах. И это правда действительно самообман, что L-карнитин возьмет и весь его заведет в эти митохондрии, и он весь сгорит. Не произойдет этого ни при каких обстоятельствах.